Европейский футбол потихоньку начинает приходить в себя, наконец-то с первым товарником вернулся и наш с вами любимый Реал Мадрид, да еще и в каком матче, не абы что, а Эль Классико. В общем, самое то, чтобы и мне вернуться на канал и начать записывать видео, которые вы все так любите, поэтому сегодня по-быстрому, не напрягая излишние мозги в эту ужасную жару, предлагаю пройтись по недавним событиям и матчу с Барселоной. Начинаем. Если вдруг вы выпали из футбольной жизни мадридского Реала после победы в Лиге Чемпионов, которая случилась почти 2 месяца назад, то давайте по-быстрому освежим все, что произошло с командой и какие вообще случились изменения. Они на самом деле не то чтобы серьезные, из команды, как и ожидалось по причине закончившегося контракта, ушли Марсело, Иско и Бейл, игроки, никак не влияющие на происходящее в команде. Также был продан наконец-то Йович на каких-то грабительских для Реала условиях, но клуб так сильно хотел его сбагрить, что пошел на все. Ну и Куба теперь игрок Реал Сосьедада. Половина прав на него все еще принадлежит Реалу, но в этом сезоне ставку на возврат игрока с японским гражданством Реал делать не стал, а быть может просто не смог из-за этого самого гражданства. Что же касается пополнения Мадрида, то тут главными и единственными пока приобретениями в первую команду стали Рюдигер и Чуамени. Об этом мы слышали давно, так что тоже без сюрпризов. Ну и также из важного вернулись из аренды Рейнер, Адриасова и Майораль. Насчет всех трех пока неизвестно, останутся ли они в команде на ближайший сезон, но вроде как последние два могут стать ротационными игроками, будет видно. И вообще говоря, будет видно, можно обратиться в сторону многих игроков сливочных, потому что под вопросом мы Асенсио, и Менди, и Сибалес, возможно Азар. Короче говоря, пока что летняя перестройка хоть и не в самой активной фазе, но все еще продолжается. Возможно, матч с Барселоной даже даст какие-то импульсы, чтобы эту перестройку Мадрида направить в ту или иную сторону. Давайте об игре в общем поговорим. Говоря про классика, нельзя не упомянуть о том, что поменялось в нашей с вами не менее любимой Барселоне. Нет, фанаты их вот вообще не поменялись, они по-прежнему считают главным праздником в жизни победу над Реалом, так что в оставшиеся летние дни у них будет за что выпивать по вечерам. А вот если говорить про реальные изменения, то в первую очередь тут обратим внимание на состав, и да, на вот это, сказать, что это неожиданно, ничего не сказать, но Лёва решился, и знаете, честно говоря, я был в шоке и одновременно рад за случившееся. Во-первых, противостояние Левандовски и Бензема теперь официально выйдет на новый уровень, оно вообще его приобретет, можно сказать. Раньше об этом почти не говорили, ну или вскользь упоминали, а сейчас и испанский футбол заиграет новыми красками, и в классика будет веселее. Ну, а во-вторых, если Барселоне и вот это вот не поможет, и будет очередной провал, даже с Левандовски, то можно будет попрощаться с нашим прекрасным синегранатовым соперником и уделять уже больше внимания матрасникам, а то они иногда ревнуют. Хотя не на фоне прошедшего классика такое говорить, я знаю, Барса победила. Вообще, мужики красавцы, играла в принципе неплохо, хотя не их игру я пришел сюда оценивать. Что же с Реалом? Самый, наверное, насущный вопрос сейчас у всех, кто видел этот матч, и в общем ответ тут, если просто, то да с ними все то же, что и всегда на этой стадии, на предсезонке. Реал никогда в предсезонных турне не был какой-то серьезной, интересной командой, которая великолепно играла и хотела выиграть какой-то там разыгрывающийся трофей, то Саудовской Аравии, то Америки, то Китая, потому что да нахрена оно вообще нужно, тем более в такую жару, я вот их лично очень понимаю. Если как-то в общем оценить игру, то у Мадрида было все плохо. Плохо в обороне, где новая связка с Рюдигером то ли в центре, то ли слева не очень уверенно работала, ну и привет обрезом, в том числе от Милитао. Также все было печально с новой тройкой полузащиты в первом тайме, и пока не вышел Модрич и Кросс, хоть какого-то рисунка построения атак вообще не было. Про саму атаку говорить нечего, тут без связующего звена в виде Карима мяч просто не оказывался. Все-таки насколько важен Бензема для этой команды сейчас трудно измерить. Лучшим в принципе, как и 2 месяца назад, в финале Лиги Чемпионов был кто? Тибо Куртуа, он тащил как мог. Но даже такой невероятный вратарь не смог взять отличный удар новичка Барселоны, Рафини, в девятку. Поэтому 1-0. Не разгром, к счастью, как когда-то от матрасников, а значит морально не так больно. И игрокам Барселоны тоже стоит подумать, как эта их великолепная команда не обыграла такой говнореал аж 6-0, а всего один смогли забить и все. Ну а в целом воспринимать этот матч близко к сердцу, когда впереди игра за суперкубок, а за спиной, не забывайте, финал Лиги Чемпионов победный, ну я бы не стал как-то сильно расстраиваться.
Как-то так пока по основным новостям Реала, хотя естественно весь тот объем слухов, что ходят вокруг команды, трудно переварить в одном видео, но я говорил, что тут мы по лайту разберем последние события, ну а главное, давайте сделаем небольшие выводы на оставшийся летний месяц, пока еще открыто трансферное окно. Предлагаю сделать это уже вам, в комментариях написать, кого бы вы еще продали до закрытия рынка, а кого, быть может, обязательно стоит купить. Кандидатов на продажу, как я уже упоминал, в Мадриде достаточно, а вот на покупку все гораздо сложнее. Крупные сделки уже состоялись, и непонятно, есть ли в Европе еще игроки, которые могут как-то сильно заинтересовать Мадрид. В общем, давайте обсуждать, ну а я вернусь со следующим видео, возможно, через неделю. Так что до скорого.